Буквально на этой неделе в Steam вышла Hello Neighbor 2 на позапрошлой бенде The Dark Revival. Еще до этого вышел ремастер Балди. В июле Том Стоун вернулся во FNAF, да и вообще FNAF 9 вернул тот хайп с 2015 себе. В общем, к чему я веду? А к тому, что я заметил довольно большое количество возвращений тех или иных франшиз, которые в последний раз были популярны, так скажем, давно. Ну, сами посмотрите, когда вышла первая часть Балди, когда вышла самая хайповая часть FNAF, и когда песни Том Стоуна были на своем пике, когда вышла первая часть по Бенди, когда в конце концов вышел первый «Привет, сосед». Знаете, куча этих игр осталось только Undertale добавить. Но, как я понял, прочитав в интернете, его продолжение уже относительно давно вышло. И, блин, именно эти игры, которые я только что перечислил, лично я отношу в отдельную категорию. Да, FNAF, Бенди, Undertale, Балди и Привет, сосед. Конечно, я не совсем понимаю, почему именно эти игры я отношу к одной категории. Ну, да ладно. И они в моем сердечке, в том месте, которое отвечает за приятную ностальгию. Так, стоп. Как-то слишком много ненужной болтовни. Для чего же я сделал данный ролик? А для того, чтобы вкратце рассказать вам о продолжениях. Не знаю почему, но именно это мне захотелось сделать. Что ж, приступим. Первое, что я бы хотел обсудить, так это FNAF 9 и возвращение Том Стоуна. Сначала поговорим об игре. Мы играем за бездомного мальчика Грегори, который очутился в гигантском торговом центре Пицца Плекси после окончания рабочего дня. Здесь ему будет помогать Фредди. Наша задача выжить и сбежать из здания. Враждебными по отношению к нам будут остальные аниматроники, эндоскелеты, а также охранница Ванесса и девушка в костюме кролика Венни. На всякий случай, чтобы вас не запутать, скажу, что вроде как Ванесса и Венни — это один и тот же человек. По ходу прохождения игры мы уничтожим банду глэмроков, то есть Монти, Рокси и Чику. Заберем их особые части тела и вставим их в Фредди на замену его старым. И благодаря, можно сказать, улучшениям, Фредди Фазбер вместе с нами может спуститься под торговый центр. И там мы обнаружим Блоба и того самого, который always камбэкается. Но в итоге произойдет пожар, и хрен знает, что с ним станет. Ах да, Грегори выживет и сбежит. Мы прошлись по прологу игры. Теперь перейдем к положительным и отрицательным сторонам внутренней оболочки. Из плюсов могу сказать, что хорошая графика, отчасти. Есть напряжение и пугающие моменты, хорошая озвучка. Я как мог дотянул плюсы, так как из минусов тут... Ужасная оптимизация, дофига багов, тупые субтитры, еще раз баги, тупые камеры, дофига не страшных от слова совсем моментов. Да, хоть многие обрадовались выходу 9 части, но это только из-за того, что ее сильно ждали. Но если взглянуть правде в глаза, FNAF 9 отчасти хорош, но и отчасти плох, так как благодаря своему другу я узнал, что графика и оптимизация в ранних версиях была в разы лучше, но их зачем-то обрезали. И непонятно почему и зачем. В общем, вот так с FNAF. Чего не скажешь о фанатском творчестве данной игры. Легендарный композитор The Living Tombstone вернулся во FNAF и как из ниоткуда выпустил трек по 9. Так как я уже делал разбор всех его песен, в том числе и последний, то просто скажу, что всех фанатов его возвращение очень сильно порадовало. Помните того лысого дядьку с линейкой, что пытался вас поругать за неправильное решение этих демонических примеров? Ну так вот, как я понял, вышел официальный ремастер сей игры, и когда я только услышал эту новость, я представлял балду с улучшенной графикой, новыми концовками. Но в итоге просто добавили 2 режима к основному, особые ивенты к ним, задания, ну и я так понял, все. Ну, допустим. О оценках этого ремейка говорить еще ничего не надо, так как их просто нету. А никаких новых прям чтобы вещей нам не дали, так что я не вижу смысла больше здесь задерживаться. Сейчас, наверное, мы подошли к самому лучшему возвращению. Для тех, кто не понял, я говорю про игру, в которой главными являются... Чернила? Ну, в общем, я имею в виду Бенди и Чернильное возвращение. Оу, да, целых 5 лет люди ждали вторую часть. И я честно скажу, что лично мои надежды она оправдала, но о плюсах и минусах игры попозже. Начнем с общей информации о самом Батадер. В данной игре мы являемся работницей и рисовщицей студии Джоуи Дрю Одри и по совместительству его дочкой.
В начале игры мы находимся в обычном мире. Наша Одри просто задержалась на работе. Но когда она собирается уходить, ее встречает уборщик-техник Уилсон, с которым она застревает в лифте. И он просит ее о помощи. Ну, в общем, в итоге он ей наврал, потому что она помогла ему запустить чернильную машину, сама того не зная. И они оба погружаются в чернильное измерение. Кстати, сама Одри становится чернильным существом. По пути выбраться нам навстречу будут попадаться дофига искателей, а также банда мясника. Ах да, еще нам попадется Алиса, ангел, которая говорит, что поможет нам. И в один прекрасный момент мы увидим маленького Бенди, но из-за того, что наша рука ударила его током, он сбежит. Позже нас настигнет сам чернильный демон. И еще позже мы узнаем, что маленький Бенди это и есть чернильный демоненок. Ну, также там появится корпорация Гент по дороге, какой-то город, киперсы какие-то. В общем, в этой части я уже не шарю. Уж извините. Также мы найдем место, где находятся вещи и сущности из первой части. Голова от киномеханика, тот инструмент, который помогал увидеть секретные надписи на стенах. Голову, простите, забыл, как его зовут. Ну, в общем, того чела, что себя в карусель вживил. А также Сэмми Лоуренса, который будет играть на банджо. И Генри, того человека, за которого мы играли в первой части. Но так как они сидят там заперти, они нам ничем не помогут. Также нам порой может попадаться как галлюцинация сам Джоуи Дрю. В итоге мы придем к Уилсону, он скажет что-то про спасение своего отца. Потом мы даже вроде некоторое время у него в гостях передохнем. Еще по дороге мы встречаем изуродованную Алису, которая убивает нормальная Алиса, прошу прощения за тавтологию. Так, давайте сразу в конец игры переметнемся. Уилсон хочет изгнать, точнее, как я понял, заменить чернильного демона на своего красочного мультяшного героя. И чтобы то произошло, он хочет внедрить в него нашу душу, то есть убить нас. Но в итоге Одри сама его толкает в механизмы, и уже Уилсон становится тем монстром. Ну и этот Уилсон-монстр отрывает нам ноги, и на помощь к Одри приходит сам чернильный демон, который убивает Уилсона. Господи, какая тавтология. В итоге демон делает так, чтобы мы могли управлять его телом, а также он убивает Джоуи Дрю, у которого была пленка, из-за чего Одри берет весь контроль демоном на себя и забирает пленку под названием «Конец». Бенди приказывает всем искателям уничтожить предательницу, но к нам на помощь приходят Алиса Ангел и Борис. Позже мы встретим Сэмми Лоуренса, который просто тупо упадет с балкона и... ладно. И под конец нас встретит Генри, который покажет, куда вставлять пленку. В итоге, после того, как мы ее промотали, мы видим дом Джоуи Дрю, и в мастерской находится Одри, которая, как мы узнали во времена событий в чернильном мире, родилась из чернил. Ну и оборачиваясь, мы видим идеальную версию Бенди. Конец. После такого длинного пересказа скажу, что конец явно намекал на продолжение. Теперь, если говорить о плюсах игры, то их очень много. Очень похвальная оптимизация, хорошо построенное возвращение героев, очень много также хорошо встроенных отсылок на первую часть. Но из недостатков я нашел только небольшие косяки с текстурами. А так, просто бомба, а не игра. В общем, я думаю, вы поняли мое впечатление об ней. Погнали к финальной. Что ж, привет, соседи, я, к сожалению, прям такого чего-то не нашел. В общем, судя по картинкам, игра будет очень сильно похожа на свою демо-версию. Просто я заметил одного нового персонажа, и если есть новый персонаж, то значит есть и новый дом. В общем, да, вот так. Что ж, несмотря на то, что 22-й называют самым скучным годом в плане игр, лично я от слова совсем так не считаю. И я был рад выходам каждой из этих игр. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Удачи и пока-пока.